Секретные техники передвижения в Ark Raiders, которые дают тебе преимущество над другими игроками и не считаются читами, потому что являются внутриигровой техникой. И этот ролик про 30 советов скрытых передвижения в Ark Raiders, о которых никто не говорит. Первое. Ты можешь делать перекаты быстрее, если во время переката зажать Shift и присед. Это отменяет анимацию, когда ты встаешь, из-за чего перекаты идут быстрее, и ты можешь раньше начать стрелять после переката. Если при обычном перекате нам нужно дождаться, пока мы встанем, и только тогда начнем стрелять, то при перекате, когда мы будем нажимать, например, W, Shift, перекат и плюс еще кнопку приседа, у нас получится так, что анимация скипается, и мы можем сразу же стрелять в любом направлении, в котором захотим. Если вам тяжело комбинировать сразу все клавиши, вы можете нажать на пресет, и в нем, даже в нем, если вы будете находиться, то выстрелы тоже будут с меньшей задержкой появляться. Скорость на зиплайнах зависит от импульса. Если перед зацепом пробежаться и прыгнуть, ты будешь двигаться по зиплайну быстрее, чем если просто за него зацепиться. Это работает как на вертикальных, так и на горизонтальных тросах. Теперь про трюк с лестницей. Работает только на этой лестнице на космопорте возле точки эвакуации. Нужно нажать Е и пробел почти одновременно, и тебя может выкинуть в любую сторону. Лучше перед этим разогнаться. А если после этого нажать направление, тебя может швырнуть вообще в противоположную сторону. О, давай фокус покажу. Блять, у тебя ник очень похожий на ютубера. Бля. Если полностью выжечь стамину, а после скатиться перекатом с края, ты не получишь урона от падения примерно до 18 метров. Если вы видите какую-нибудь высоту, которая не достигает 18 метров, например, вот здесь 12, у вас нет стамины, вы просто подойти к краю, нажать перекат во время падения, и вы упадете без урона. Теперь про технику карабина. Ты цепляешься, потом делаешь перекат назад, но зачем? Чтобы в это время можно было убрать хук спокойно обратно в безопасный слот. Цепляешься, перекат назад, убираешь, улетаешь. С карабином можно еще проще. Если прыгнуть сразу после зацепа, потом сделать спринт плюс слайд в конце, ты приземлишься сразу в слайд, сохранив скорость. Видим цель, цепляемся, назад, переносим в потайной, чуть-чуть в сторону, прыжок и shift с Ctrl. Получается вот так красиво. Попрактикуйтесь, у вас все будет. Быстрый туториал по технике на лестнице. Заходишь в бинды, прыжок ставишь на скролл вниз, взаимодействие на скролл мыши вверх. Дальше просто чередуешь прокрутку вверх и вниз одновременно, быстро нажимая А и Д. Попривыкайте к новым биндам, потому что вначале будет тяжело, но потом с помощью этого вы сможете быстрее забираться вот без анимаций. Ну а этот трюк знают уже практически каждый. Зиплайны и лестницы полностью отменяют урон от падения с любой высоты. Главное, чтобы вас по пути ничего не сбило и не попрепятствовало. Здесь, например, очень опасны вот эти перила. Но вот что знают не все. На поле битвы у дамбы можно пропустить средний этаж контрольной башни. Присматриваешь снизу, где находится желтая лестница, и просто падаешь вниз, цепляясь в нужный момент. Так ты не получаешь урон и пропускаешь этот этаж. Шумелки не совсем бесполезные в игре, потому что с помощью них можно блокировать полный урон. Выстроив шумелки как мост, мы можем разоружить любую из них. Та, на которой мы стоим, останется заряженной, но мы начнем падать, а в конце, когда приземлимся, урона не получим. Если вы уже знаете, куда падать, например, сюда, вы можете просто зацепиться в конце и просто спрыгнуть, но я думаю, это уже знают все. Взрывные мины активируют анимацию стана, и в ней ты не получаешь урон при падении. На дамбе можно вбегать по этой рампе, чтобы быстрее попасть на башню. Подходишь сюда, смотришь строго вниз, спринтишь вверх, нужно хотя бы пол стамины. Наверху перекат вправо, и ты там. Ты можешь скользить бесконечно долго, пока позволяет уклон, если используешь кнопку удержания, а не переключения. Все мелкие уступы и перила в игре почти всегда вызывают анимацию перелезания, если подходить к ним спереди или сбоку. Если не хочешь залипать в анимации, прыгай в них спиной, лицом или боком будет анимация, спиной нет. Если перелезать баррикаду с обратной стороны, строго между этими двумя точками, это работает. С любого другого угла не получится. Его не получится запрыгнуть здесь, не получится запрыгнуть здесь, ни сбоку, ни с какого-либо еще другого места, кроме как между этих двух точек, потому что здесь у нас появляется небольшая высота, и мы можем перелезть, знаете. Ты можешь начинать слайд прямо в воздухе, чтобы менять хитбокс, делая себя сложнее для попадания и намного менее предсказуемым при пике в прыжке. Дальше глич-спот на синих воротах, и это супер популярное PvP здание, и рано или поздно ты тут точно окажешься зажатым. Короче, эта стена, начиная примерно от дивана и дальше, простреливается взглядом. Она полупрозрачная, ты можешь видеть людей еще до того, как они войдут в парадную дверь. Особенно вот в этом углу
углу. Там очень темно, и большинство игроков вообще его не чекают, так что ты почти всегда получаешь первый выстрел. Еще один полезный момент. Ты можешь пингануть перед падением, чтобы понять, получишь ли ты урон, если просто сделать ролл в конце, и лимит здесь примерно 10 метров. Карабин можно использовать, чтобы безопасно сбрасываться с высоты. Ждешь секунду и цепляешься, затем целишься и хук отцепляется. Когда ты нокнут и ползешь, ты получаешь меньше урона, если тапаешь W. Эксплойт спот на дамбе прямо снаружи контрольной башни. Ты можешь упасть на эту балку и буквально видеть сквозь стены. Соседняя балка делает то же самое. Информации отсюда можно получить просто тонна, работает с обеих сторон, и я не уверен, что стал бы рекомендовать вообще злоупотреблять этим, но ты точно должен знать, что такое возможно, если про тебя будет инфа. Ну и напоследок самый главный лайфхак. Если вдруг ты падаешь с какой-то огромной высоты и у тебя крутой лут, и ты понимаешь, что спастись вариантов нету и все, ты умер, почти перед самым падением нажимаешь кнопку Alt F4. Да, это я не подъем. Это выход из игры. Но когда ты заходишь обратно в матч и перезапускаешься, урон не суммируется, который ты пролетел, а начинает отсчитывать заново. И если ты выключил игру близко от земли, то ты просто не получишь урон. Вот сейчас не специально. Бля. Alt F4 поможет. Перезаходим. Переподключиться. Главное, чтобы никто меня не убил, пока я там в воздухе витаю, потому что от этого мы умрем. Но жив, здоров, цел. И вот теперь на этом все. Не забывай поставить лайк и подписываться на наш телеграм-канал Спиранса по ссылке в описании. Я Тейнс.